Продолжаем наше приключение, и следующим шагом будет создание проекта в движке, сказал бы я. Но я так не скажу, потому что следующим шагом будет создание проекта в гите. В нашем приключении гит позволит нам пользоваться чекпоинтами и точками сохранения, поэтому обязательно берем этого парня в команду. Скачивается он в 2 шага. Сначала скачивается гит, тут без вариантов. Затем оболочка для гита. Тут уже много вариантов, например fork или source 3, я буду использовать fork. После установки заходим на GitHub или Gitverse, это российская альтернатива от Сбера, и тут авторизуемся или регистрируемся. Авторизовавшись, создаем новый проект, он же репозиторий. Даем проекту какое-то нормальное имя, указываем видимость. Я делаю проект скрытым, чтобы никто не видел этого недоразумения. И добавляем gitignore файл для движка, чтобы игнорировать ненужные файлы, которые создает движок типа кэшей. Можно больше ничего не трогать. Нажимаем кнопку, и пустой проект создан. В Gitverse все абсолютно то же самое. Создается новый репозиторий на плюс, указывается название, доступность и gitignore файл. Открываем fork, меню файл, accounts, нажимаем плюс, выбираем GitHub и авторизуемся. Теперь на вкладке репозитория отображаются все наши проекты. Скачиваем нужный проект, указываем нужное расположение проекта, имя папки тоже можно поменять. Целевая папка должна быть пустой. Это первый вариант. Второй вариант. Мы вручную копируем ссылку на репозиторий и уже в клиенте нажимаем Clone. Результат тот же самый. Все, по идее мы настроили гит. Мы получили доступ к репозиторию через GitHub аккаунт, но можно еще создать SSH-ключ. Это опционально для GitHub, но актуально для Gitverse. В нем мы не авторизовывались, и соответственно у нас не будет доступа. Меню файл, настройка SSH-ключей, нажимаем плюс, New SSH Key. Даем ему какой-нибудь никнейм и указываем почту. Это публичный ключ, по идее его можно показывать, но я все равно его скрою. Нажимаем кнопку, чтобы скопировать ключ, и идем на сайты. На GitHub переходим в настройки аккаунта, ищем настройку SSH ключей и добавляем скопированный ключ. Даем ему любое название. Готово. На Gitverse также переходим в настройку профиля, ключи SSH и добавляем SSH-ключ. Готово. Мы связали наш клиент Git с GitHub и Gitverse одним SSH-ключом. Проблем с доступом теперь точно быть не должно. Если что, это настраивается только один раз. Клонируем репозиторий, если еще не склонировали. Все, возня закончилась. Раньше главная ветка всегда называлась мастер, а сейчас почему-то main. Даю попу на отлизание, что это связано с какой-нибудь западной фигней. Если вы работаете командой от 5 человек и делаете непростой проект, то есть смысл использовать GitFlow. Для мелких проектов в нем нет смысла. Что такое GitFlow? Вы узнаете сами. Если вас там 5 голов, то уж как-нибудь разберетесь. Плюс есть нейронки. Нам же он не нужен, поэтому мы его использовать не будем. Запускаем движок, ждем. Создаем новый проект. Выбираем бланк, то есть пустой проект. И в Quality Preset выбираем Scalable. Нам не нужна супер-пупер графика. Что касается пути, то тут та же история, что и с гитом. Указываем расположение проекта и имя папки. Но вот незадача. Он, как и гит, хочет, чтобы его разместили в пустой папке. Однако в папке уже живет гит. Поэтому 2 раза указываем одно и то же имя. Позже перенесем файлы вручную. Проблем с этим не будет. Пока движок запускается, проверим папку проекта. Создалась папка с таким же именем. Внутри как раз поселился Unreal, но мы его оттуда скоро выселим. Движок запустился. Свой контент-браузер я закрепил сбоку. Это самое удачное его расположение из всех расположений, что я пробовал делать. Сейчас открыт очень тяжелый уровень, поэтому создаем свой через файл, New Level и выбираем Basic. Сохраняем его. Создаем отдельную папку для уровней Levels. И как-нибудь называем уровень с префиксом LV. Отображение в виде сетки неудобно. Лучше заменить на список. Открываем настройки проекта и внесем несколько правок. Переходим на вкладку Maps and Mods и 2 раза укажем наш созданный уровень, чтобы он запускался при старте. Ищем люмины, затем отключаем глобальное освещение и отражение. Они нам точно не нужны. Затем ищем наниты и их тоже отключаем. Сейчас FPS ограничен 120, и наше железо напрягается больше, чем должно.
Поэтому пишем frame и ищем use fixed frame rate, чтобы ограничить наш FPS. Ставим флажок. Fixed frame rate я обычно ставлю 30 или 45 кадров, но для записи установлю 60. Если железо слабое, лучше установить 30. Большую часть времени вы будете в графах, а там FPS не играет роли, но ресурсы все равно уходят. Возвращаемся на уровень и устанавливаем качество графики. Если железо слабое, то low. Все, мы провели первичную настройку. Если использовали готовые ассеты, то, наверное, замечали, что они создают отдельные папки, и ваше решение может в них затеряться. Поэтому свои файлы храните в отдельной папке. Нам этого делать не надо, мы все делаем сами. Закрываем движок и замечаем, что в гите много мусора. Это связано с тем, что gitignore не видит эти файлы из-за расположения файлов движка. Поэтому заходим в папку с файлами движка и переносим все файлы к гиту. Пустую папку удаляем. Проверяем гит. Теперь все чистенько. В нижнем окне Staged расположены файлы, которые войдут в commit, то есть те файлы, которые будут сохранены. Переносим все файлы вниз, нажимая Stage, а если зажать Shift, то будет Stage O. Еще раз проверяем, что нет ничего лишнего. Пишем название, которое должно передать суть коммита. И коммитим. Файлы пропали, то есть они зафиксировались, и теперь все, что мы там изменили, считается нормой. Хорошо, коммит мы сделали, но эти изменения не отправились на сервер, то есть на сайте я их не вижу, и другие члены команды их тоже не увидят. Это связано с тем, что гит коммитит локально, а отправку мы делаем вручную. Идем в гит и делаем push. Готово, наши файлы на сервере. Если зажать Shift перед тем, как нажать кнопку Commit, то Fork сделает сразу два действия – и закоммитит, и отправит на сервер, что довольно удобно. Пока все слишком просто. Сделаем экспорт персонажа. Выделять ничего не надо, просто переходим в файл, экспорт и выбираем GLTF 2.0. Оставляем настройки по умолчанию и экспортируем. В Git не суйте бинарные CG файлы, они зачастую весят дофига, а пользы от них нет. Еще и всей команде придется их скачивать. Но если сильно хотите, то ладно, суйте. Я же сохраню в отдельную папку. В движке нажимаем кнопку «Импорт». Что делать дальше, догадайтесь сами. Появляется окно импорта. Также оставляем все по умолчанию. Можно отключить флажки с текстом Subfolder, чтобы все ассеты загрузились прямо сюда, без лишних папок. Я так и сделаю. Все, мы успешно перенесли персонажа. Если не учитывать тот факт, что 3 меши из 4 не импортировались. Инструмент импорта тот еще цыганин, поэтому пробуем снова. Повторяем импорт и пытаемся угадать правильную кнопку, чтобы окно снова вылезло. У меня плохая удача, поэтому я не угадал с первого раза. На этот раз жестко указываем, что хотим импортнуть статик меши, то есть оставшиеся 3 меша. Нажимаем импорт. Нам предлагают обновить ассеты, тут без разницы, что нажимать. Очередной успешный импорт. Получили 4 статические сетки вместо 3. Ранее мы отключили наниты, но если присмотреться, то у наших статических сеток включены наниты. Этот цыганин опять продал нам надутую лошадь, за ним нужен глаз да глаз. Делаем финальный, но не последний импорт. Тут вновь проходим викторину в один вопрос. Выбираем также статик меши, ищем наниты и снимаем флажок. Проверяем. Теперь все отлично. Если не считать, что у нас 4 статик меша вместо 3. Из-за того, что мы указали жесткий импорт статик мешей, наш скелетный персонаж импортнулся как статическая сетка. У нас уже есть нормальный скелетный персонаж, поэтому удаляем этот мусор. Автоматически создался Physics Asset. Отправляем его туда же, куда и предыдущий ассет. Переименуем персонажа. Skeletal Mesh имеет префикс SK, а скелетон префикс Scale. Сохраняем все. Создадим Character Blueprint. Называем CBP Girl. Сейчас он нам нужен только для того, чтобы собрать наши меши. По умолчанию тут уже есть компонента скелетной сетки, поэтому выбираем ее и в ней указываем нашего персонажа. Персонаж добавляется криво-косо, это норма. Просто располагаем его так, чтобы он помещался в капсуле и смотрел в направлении стрелки. Рядом с кнопкой компиляции есть троеточие. Выбираем пункт On Success Only, чтобы при успешной компиляции наш класс еще и сохранялся. 2 по цене 1. Вытягиваем нашего персонажа на сцену. Добавляем в персонажа компоненту статической сетки.
Проверяем, что в иерархии она вложена именно в mesh персонажа, ни выше, ни ниже. Как-нибудь называем и указываем статическую сетку волос. Вот это да! С первого раза волосы встали куда надо. Ты сам-то в это веришь? Сейчас они не связаны с костью головы. В поле Parent Socket мы должны выбрать кость, к которой прикрепим волосы. Если у родительской компоненты нет скелета, то и костей тут не будет. Поэтому мы и проверяли, что волосы должны быть вложены в персонажа, ни выше, ни ниже. Цепляем наши волосы к кости Head, и теперь это все встало на свои места. Чувствуешь? Это запах блендера. Мы можем в тупую подогнать волосы по высоте. И в нашем случае это не приведет абсолютно никаким проблемам. Но давайте попробуем решить это правильно. Под правильно я имею в виду, что location и rotation будут нулями. Давайте думать логически. Сейчас пивот волос находится в начале координат. Нужно переместить его туда, где находится кость головы. В нашем случае вращение головы начинается в районе шеи. Значит, там и расположена кость головы. Ставим 3D-курсор в эту кость и устанавливаем новый пивот для волос. Делаем повторный экспорт. Как вы помните, мы тут ничего не трогаем, что сильно упрощает нам жизнь. В движке выбираем волосы и просто делаем реимпорт. Выбираем любые волосы в контент-браузере и при нажатии на Add нам любезно предлагают их добавить. Сложно отказаться, соглашаемся. Вкладываем волосы в персонажа, после чего повторно цепляем волосы к кости Head. Как видим, позиция Pivot ни на что не повлияла. Может только на точку вращения, и то не факт. Идем в Blender и сбрасываем положение волос на Alt-G, после чего делаем очередной экспорт. Реимпортирую челку и уже вижу, что она встала туда, куда надо. И при всем этом она находится в нулевых координатах, то есть цель достигнута. По тому же принципу добавляем задние волосы. Видим, что они косячные. Это потому, что мы не сделали им реимпорт. Делаем реимпорт и все чинится. Это прекрасно. Далее добавляем оружие. Тут у нас есть несколько вариантов. Можно в тупую прицепиться к кости Hand и подогнать положение. Или открыть скелет персонажа. Добавить сокет под оружие. Добавить Preview Set, он нужен только для калибровки положения, после чего подогнать положение сокета. В персонаже мы сможем привязаться к этому сокету. Можно создавать любые сокеты и также к ним привязываться. В блендере просто сбрасываем положение оружия, чтобы его рукоять находилась в начале координат. Больше ничего не надо. После чего экспортируем. Делаем реимпорт оружия в движке. Проверяем, что оно прицеплено к кости Hand, после чего подгоняем положение. Удаляем бесполезный сокет. Он портит наш прекрасный скелет в 6 косточек. Но сейчас-то мы закончили перенос персонажа. Спросишь ты. Естественно. Нет. Отвечу тебе я. Если приглядеться, то можно заметить, что у нас сломаны группы сглаживания. В движке это просто месиво, а в блендере красивые острые грани. Вручную применяем все модификаторы сглаживания. И не зацепите не случайно арматуру. Делаем уже точно последний экспорт. В движке реимпортируем уже все сетки, то есть один Skeletal Mesh и 3 Static Mesh, так как сглаживание касалось всех мешей. Вот теперь это прекрасно. Мы все настроили, сейчас можно раскидать по папкам. Создаем папку под материалы. Создаем папку Girl, в которую перемещаем меши и материалы. И затем создаем еще одну папку Meshes, в которую помещаем папку Girl. В будущем у нас, возможно, будут и другие меши, поэтому подготавливаемся заранее. Я из будущего. Не, врет как дышит, не будет других мешей. Я случайно засунул Character Blueprint туда же, поэтому ловим его и садим в отдельную папку Blueprints. Вы сейчас пооткрывали ассеты. Если вас раздражает, что они каждый раз открываются в отдельном окне, то решение есть. Заходим в Edit, Editor Preferences, и тут на выбор есть множество вариантов поведения. Если выбрать Main Window, то все ассеты будут открываться в основном окне. Это, конечно, хорошо, но есть вариант еще лучше. Это Last Docket Window or Main Window. На человеческом это значит, что если у нас открыто какое-то отдельное окно, то ассет откроется в нем. Если отдельных окон нет, тогда в основном окне. Советую выбрать его.
Закончили ли мы? Нет. Осталась еще одна проблема, если быть точнее, то одна невидимая проблема. Когда вы перемещаете используемые ассеты, движок создает ссылки. Если вы еще не забыли, то ранее мы перенесли персонажа из одной папки в другую. В чем суть проблемы? А в том, что у нас есть невидимые файлы-дубликаты, которые весят по 3 килобайта. Я их называю какашками. В контент-браузере их не видно, а вручную их удалять нельзя, иначе зависимости сломаете. Но волноваться не стоит. Есть специальная команда, которая посмотрит, понюхает и почистит все за вас. Вызываем контекстное меню на папке Content. Обязательно Content, так как команда работает только на нижестоящие папки, а эта папка находится на верхушке пищевой цепи. Затем вызываем команду. В появившемся окне нажимаем красную кнопку. Если у вас нет никаких проблем, то он ничего и не покажет. Отлично, какашка пропала. Отныне вы всегда должны помнить об этой кнопке. Это очень важная кнопка, такой кнопки больше нет. Перед тем, как сделать коммит, обязательно нажмите на эту кнопку. Перед коммитом желательно закрыть движок, так как некоторые файлы могут появиться только после его закрытия. Переносим все в нижнюю часть и проверяем, что нет ничего лишнего. Как-нибудь называем и коммитимся с зажатым шифтом. А на этом все.